Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на своем авторском музыкально-аналитическом канале. Сегодня я хочу сделать реакцию на авторское исполнение авторской песни певца Ярослава Дронова, известного нам как «Шаман», которая называется «Реквием 22.03.24». Эта песня, несомненно, посвящена тем трагическим событиям, которые произошли буквально только что. Это теракт в Подмосковье, унесший очень много жизней, и также очень много людей было ранено. Свою авторскую реакцию уже я, как музыкант, и мой коллектив, мы дали. Вы можете увидеть ее, перейдя по ссылке здесь наверху, и также она будет прописана в описании к видео. И я также хотел бы вам предложить просмотреть мою реакцию до конца, потому что в конце я хочу вам показать тот материал, который не вошел в эту песню и не подразумевался, что он войдет. Но, на мой взгляд, он является ключевым к пониманию не только самой песни, но и самого Ярослава Дронова, известного нам как «Шаман». Поэтому давайте приступим. Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить, чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Эту боль на душе не унять, но я знаю, что нас не сломать, и нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России 22.03.24. Боже, помоги нам, грешным, без тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет. Не забудем никогда, в нашем сердце навсегда. Этот день мы будем помнить до конца. Ну что ж, друзья, вот и закончился первый куплет. На меня он произвел просто ошеломительный эффект. Шаман начал петь для себя в достаточно низкой тесситуре, он тенор, и он даже не просто пел, он, скорее всего, декламировал. Если вы обратили внимание, в начале звучит завывание ветра. Один исполнитель одиноко стоит на фоне кирпичной стены. Вы также можете услышать в конце каждой музыкальной фразы наложено эхо. Если вы все это сопоставите вместе, то, скорее всего, вы увидите одинокого человека, который находится в заброшенном, уединенном месте, и он в отчаянии. И сразу после этого одиночества идет крик боли, крик о помощи к Творцу, чтобы Творец помог изменить ту ситуацию, которую люди уже не способны изменить, в силу того, что они просто этого сделать не могут без высшей помощи. Это глубокий философский смысл, который, мне кажется, ускользнул от многих, кто слушает это произведение. Разумеется, переходя в свою уже высокую тесситуру, шаман берет ноту ля, он зацепляет ноту до. Это высокие достаточно ноты, это ля первой октавы. Или четвертой, если мы берем англо-американскую систему. Это высокие ноты, берет он их микстом, хотя мне было бы ближе понятие твэнк, но давайте ограничимся понятием микст. Он также использует то, что вы могли услышать, это прием завершения своих маленьких музыкальных фраз, это йодель, или в американской системе он будет называться флипом, и делает это очень чисто, очень хорошо, и это очень трогает за душу, тем более, что здесь использован еще один прием, это прием динамический, начинается очень тихо,
вы настраиваетесь на уже достаточно тихое течение событий, и вдруг резкий переход наверх. Он заставляет вас встрепенуться. И в этот момент многие из вас могут почувствовать ту боль, которую испытывает сам исполнитель. Я не знаю, кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинных забрать. Я не знаю, эту боль на душе не унять, но я знаю, что нас не сломать, и нам больше нельзя отступать отныне. Навсегда в каждом сердце России 22 03 24. Боже, помоги нам, грешным, без тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет. Не забудем никогда, в нашем сердце навсегда. Этот день мы будем помнить до конца. Я не верю, что так может быть. Просто взять и И жестоко вот коды убить завершения. чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Навсегда в каждом сердце России 22 03 24. И биение сердца. А вот сейчас будет самая суть этого произведения. Вот она именно здесь. Вот именно здесь. Не в этом сильном припеве, где на надрыве исполняет шаман. А вот здесь, когда он транслирует свою боль самым сильным способом, через молчание. И только глаза, которые являются зеркалами души, передают эту боль. Я поражен и удивлен этой песней. И вообще, для меня сейчас шаман, которого я для себя открываю, это как свежий глоток свежего весеннего воздуха, наполненного жизнью и жизненной энергией. По сравнению с той эстрадой, которая сейчас есть у нас в России, я говорю за ту страну, в которой я живу, это очень яркий алмаз, который, несомненно, может стать бриллиантом. Тем более, что он носитель славянского имени. Ярослав. Двусоставное имя. Яр. Яростный. В данном случае яркий. И слав. Слава. Я могу предположить, что если Ярослав Юрьевич Дронов будет продолжать петь в русской манере для русских людей, в силу его имени даже, его, скорее всего, будет ожидать большой успех и большая слава, яркая слава. Это яркий певец, это, несомненно, яркий исполнитель. Меня эта песня очень потрясла, тем более, что я сильно переживал, как и многие. Последствия этого теракта – это очень тяжело. Но вот сейчас я вам предоставлю тот бонус, который я тоже считаю органической частью этой песни, ее продолжение. А это именно обращение певца-шамана Ярослава Дронова к людям, к родственникам тех, кто погиб, к тем, кто ранен. И вот именно это, я считаю,
одной из самых сильных сторон этой песни, потому что в этой песне, если вы слышали, в ней есть определенная безнадежность. А вот это интервью маленькое, это обращение, которое дал певец-шаман, говорит нам о надежде. Родные, любые беды и напасти всегда сплочали нашу страну, делали Россию еще крепче и сильнее. Напугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии. Я с вами. Вот именно это и является корнем этой песни. Это то, что человек готов реально, не на словах, участвовать в жизни и боли близких. Я скажу для тех, кто не живет в Москве, информацию для наших иностранных посетителей канала, что организовать похороны – это очень дорого, это запредельно дорого. И реабилитация людей – это тоже очень дорого. И если певец Ярослав Юрьевич Дронов, как гражданин, как просто человек, готов взять на себя помощь такого уровня, это огромная помощь. Она материальная, но человек готов раскрыть свою душу и готов поделиться с другими. Вот это и есть удивительный секрет, который находится внутри данного певца. Это редкий дар человечности, и это редкий дар музыканта. Позвольте, я на этом попрощаюсь с вами. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки, подпишитесь. Я буду рад вашей материальной помощи. Ссылки будут в описании. Засим позвольте с вами проститься. С вами был автор канала. До новых встреч.